Что-то закончилось. Тю. Песня закончилась. Песня, говорю, закончилась резко. Че, вообще там, что ли? Ясно, вот так вот. Заруинили нам всю эту самую. Все, надо вообще стрим перезапускать заново. Что за хрень? Сеншины, спасибо. Вот все, и только вот из-за Сеншины не буду перезапускать, ну, потому что человек взял, переподписался на 27-й месяц. Спасибо тебе огромное за ресабыч. Спасибо большое. Да, вообще непрофессионально. Привет всем, ребят. Продолжаем сегодня играть в Mass Effect. Продолжаем наш марафон. Вот, сейчас так вот сделаю. Все вот так уже красиво. Да, продолжаем. Вчера мы с вами закончили с Цитаделью. В основном весь стрим прошел у нас именно там. Одна из самых, таких вот муторных частей. Что там говорить, ладно, скучных. И вот сегодня уже полетели по всяким планетам, взяли всякие квестики и будем их с вами делать. Даже вчера успели сгонять, спасти доктора Ляру Ивановну Тисони, да. 28 веков, хобдер. Спасибо большое, Таня, за 28 веков из-за хобдера. Спасибо за ресапчик. Вот, потихонечку давайте начинать. Ой, я надеюсь, у меня там моды не послетали, кстати. Да не должны были. Я просто ком прибутал. Вдруг там что-нибудь сломалось. Будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, а если нет, то будем, да, что-то думать. Но я думаю, все будет нормально. Мне показалось это... Сейчас покажу. Ладно, уже не покажу. Мне показалось это, мод на Сашу Грей в Mass Effect. Я думаю, ну ладно. Чего бы и нет. Морли Доутс, спасибо за 3. Тремозяцный клаб конфернет. Тремозяца, это что-то по-польски, да, я так понимаю. Спасибо большое за 3-й месяц саба. Поздравляю с серебром в чатике в нашем. Спасибо тебе огромное за поддержку. А от Mass Effect сейчас будет орать. Это нормально. Не пугайся, чат, все нормально. Саша Грей на ТЧ стримит, да, я знаю. А что она там, игры какие-то вроде, да? Я где-то натыкался на новость еще давно вроде. Да, что в стримеры подалась.
Я так понимаю, просто на Порнхабе стримы ничего не придумали. Вот, поэтому она пошла на Twitch. Не, она там играет то ли в что-то Fortnite, да, какой-то, что-то такое. Ну, какую-то хуйню. Вот. Кого отыгрываешь? Да по ситуации, но как-то что-то большая часть ситуаций, которых у нас происходит, это как бы в основном ренегат. Ну, потому что, блин, то медузы какие-то, то еще какого-то черта. И вот, фу, они, короче, такие все ребята. Почему менял золотой значок? Я не знаю, Тоби Фудс, да как ты смеешь вообще? Как ты смеешь? Золотой значок у него. О, обалдеть, конечно, да. Не ожидал от кого, от тебя вообще не ожидал. Здрасте. Так, да, мы спасли Лиару Тисони, немножко пообщались про Протеан, немножко про жнецов. И сейчас дальше полетим. Но я хочу кодекс заглянуть. Может быть, что-нибудь интересненького там найдется почитать. Протеане шифр. Ладно, это такое себе. Геты, шагающие танки, восстание Кроганов, генофак. Это про все это нам уже Рекс рассказал. Так, станция Цитадель службы безопасности. Что тут по технологиям? Средства связи. Вот мы сейчас бы про средства связи сидеть читать, да, чатик? Неизученные планеты. Вот такое. Ну, в общем, в принципе, прям так, чтобы что-то интересное было, не могу сказать. Ладно, потом тогда поглядим. Так, привет, захотелось у тебя узнать, какой русификатор используешь. Блин, я не знаю. По-моему... Блин, я не знаю, честно. Зог, наверное. Зоговский. Я просто, ну, первый попавшийся ссылку ткнул в Ютубе, в Гугле. И все. Как бы, как-то так. Так, хорошо, что тут у нас? При каждом использовании первой помощи становится 50 единиц здоровья. Так. Урон, длительность всех умений и навыков. Здоровье на 5,5. Увеличить максимальную точность на 3. 0,6 секунду. Ладно, пусть будет. Остальных членов отряда будем прокачивать по мере того, как будем брать их в отряд. Вот. Такие дела. Сейчас пойдем погалдим. Наверное, может быть, мы прошли какую-то миссию. Может быть, какие-то новые диалоги будут. С сопартийцами. Ну и с Джокером, конечно. С Джокера начнем. Мы с Джокера всегда начинаем. Я начинал почему-то всегда, наверное, с него. Потому что он сидит ближе всех. Да. I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. Да, сейчас. Медали. Я вообще-то не поэтому все пришел. I want to talk about something else. Oh, I get it. It's supposed to be a surprise. Don't worry. When they pin it on my chest, I'll pretend I had no idea it was coming. So, Commander, орден тебя, блин, Сутулова прикрутят на спину. Это все, что ты получишь, понял? Так, про болезнь это самое. Что у нас на корабле интересно? Расскажи. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background. Так, это мы все слушали. Это мы все. Да, новых каких-то этих в основном нету диалогов. Так. Спустимся вниз. О, кстати, хотел вас поспрашивать. Чат. У кого сейчас сколько баллов вот этих вот штучек, которые внизу, вот эти бульбашки, которые ICQ, которые за ICQ отвечают? 16200. Просто есть такая фишка, как бы за эти баллы, когда на определенное количество набираешь, можно, ну, что-то придумать. То есть набрали там, допустим, 20 тысяч баллов, и там можно там что-нибудь там, какой-то челлендж или что-то типа того. То есть запрашиваешь у стримера за эти баллы. Но я не могу ничего придумать. Поэтому, может быть, вы что-нибудь там сообразите. Что-нибудь интересного. Я думал, Таня тоже, типа,
говорит, что можно там за какое-то определенное количество баллов там подписку дарить в чат или что-то типа того. Ну, не знаю, может быть, что-то поинтереснее. Но, опять же, для сабов, как бы, это не особо... То есть, ну, ладно, нон-сабом, да, а для сабов как-то не прикольно. Вроде бы. Поэтому даже не знаю, что это такого придумать, чатик. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Пришел, чтобы искать I should go. Бан за баллы. Да вот я видел такую там у Will of Games, а еще у кого-то такие подобные фишечки. Ну, что-то как-то банально, типа. В Дискорде есть канал «Ваши идеи», можете написать туда, да, кстати. У нас есть Дискорд, чат, вступай в Дискорд. По большей части эти баллы больше для сабов, и это хорошо. Там смайлики, да, можно за них открывать там на день, по-моему. Ну, короче, такие неплохие фишечки. Но, в принципе, не знаю. Так, а где у нас Слиара вообще сидит? Она, наверное, где-то в лазарете там, или что у нее, что типа лаборатория там. Пошли, короче, Эшли кадрить. Commander, you have a minute to talk. Ой, конечно, конечно. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Ну, а чё нет? Don't mince words, Chief. What's your concern? This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. Слушай, ну то, что там Тали, типа, тебе норм, да? Вот именно Рекс и Гарус, я даже не знаю. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, I mean... Чат, на всякий случай осуждаемый, расистка, а не хорошая женщина. Сами понимаете, да? Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. Поэтому осуждаем Эшли. Но так как нам надо кадрить ее, то поэтому нам придется соглашаться. Но мы осуждаем. You've got a pessimistic view of the universe, Williams. A pessimist is what an optimist calls a realist. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, sir. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. I never knew my family. Grew up an orphan on Earth. Anybody in your family I'd have heard of? Couldn't say, Commander. So why are you out here? Just trying to get away from Earth? Mainly I wanted to serve. Protect the Alliance, save lives, you know. Glad to hear it. I'd hate to think you were out here for a free college education. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. А меня послушай. Would you kiss anyone I ordered you to? That depends, sir. If you ordered me to kiss a superior officer, that would be a violation of the regs concerning fraternization. That would make it an illegal order. I'd be required to decline and relieve you of command. Ты охуела? Ой, в смысле, да, все правильно. What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? Кстати, чё мы не с пилотом-то мутим? Ну, потому что он мужик. Ну, просто мне, ну, не то, что... Не потому, что он мужик, а просто, как бы, он, ну, не кажется мне симпатичным. I think she's being straight with us. Or at least, I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it.
Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Так, ясно. Ладно. What's your opinion on the last mission? Ничего I'm sure нового, I'd да? buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I think she's being straight with Yeah. us. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands We'll of talk years. later, Williams. Looking forward to it, sir. Ага, давай, давай. Я еще подойду потом, блядь. Договоримся. Ты смотри. Гадость какая. Commander, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it, too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. Здорово всем, ребят. He's taking my resignation pretty hard. That's tough. But you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. Не, ну мы же ему не скажем, Толик, все будет нормально. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. Hell yeah. Так, Рекс, что расскажешь? So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I'll decide what's important. Now tell me how you know Saren. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. Couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. Евгеныч, спасибо большое за 3 I had месяца. a really Спасибо за bad feeling переподписку. about him. So I got the Поздравляю с hell серебром out. в чате. Спасибо огромное. Didn't even wait to get paid. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in думаю, our уже тоже own слушали. system.
So long, Rex. Это мы все уже слышали в прошлый раз. Так, пошли еще стали, пообщаемся. Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving, and the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last Это thing как you мы want тоже to в hear стане is не можем silence. засыпать, It means an engine's ну типа в died or an тишине. airfield Постоянно shut там down. какой-нибудь видос включаем, I стоп guess you геймов don't там have to или worry что-нибудь about that такое. here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard. I will go back eventually. But we have to stop Saren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. I should go. See you later. Что-то опыт, по-моему, даже не дали за диалог с ней. Ну, до 26 это, по-моему, вообще просто дали за... Ну, за то, что мы там что-то это самое изучили по поводу ядра. А так, ну ладно. Сейчас пойдем еще с Лиарой полялякаем. И потом на следующую миссию полетим. На следующую планету. Заспать под видосы, ок. Я вот иногда включаю звуки стучащих колес поезда, и мне окна, когда начинает шуметь соседи, то это жесть. Хотя, по сути, такой же шум, как видос. Да, вот, типа, ну... Не совсем то, что ты хочешь слышать, видимо, соседи шумящие. Но, типа, вот, да, поэтому... Так, доктор, здорово. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. До свидания, сразу. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Promises are easy to make, but hard to keep. I do not begrudge you your suspicions. I just hope in time you will come to trust me. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. You must enjoy something about it. I love my work. Seeking out history's lost secrets has a special appeal for me. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander. I'm not some artifact you can take back to your lab, Doctor. I am sorry, Commander. I did not mean it like that. I am used to dealing with computers and data disks. I am not very good with people. I let my professional curiosity get the better of me. Please forgive me. Это в Let шлеме. us talk about something else. Стали красивой под шлемом? Ну, вроде бы, да. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was Никто always как бы не outspoken знает, about да. the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. Как вы снимете? Да я уже постоянно, как прохожу, то
С этой, с Лярой, вот это, что сейчас общаемся, мы что-то стали. В этот раз будем мутить с Эшли. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. I'd like to know more about the Asari. Ждем третью. Не, потому что во второй части можно будет мутить, но не уже с другими этими, да. And we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. Да, я знаю. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. Oh my. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. I should go. Goodbye, Такие Shepard. дела, вот, да, про Азари. Короче, чисто женская раса такая. Ну, одни женщины, по факту. При этом могут спариваться с кем угодно. С любой расой, в смысле. Ну и между собой тоже. Да. Так. Окей. Здорово всем, кто подошел. Так, ну все, летим дальше. Со всеми пообщались на корабле. Если не спариться с Рексом, что еще. Ну, а с кем бы они не спаривались, у них по факту получается только Азари.
есть неважно с кем, с какой расой, получаются азари, как я понимаю. Блин, не туда поехал. Удобно, короче. Хорошо, вот никак самка богомол. Смирно, ёпту. Полетели, короче. Так, гоу на наверию. Так. Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Насана Дентиус, я, блин, к тебе подходил 2 раза, ты мне тогда ничего не говорил. А сейчас вот тебе потом, короче, подождешь. Дико бомбит от местных сайдов. Квест со сбором минералов не засчитался, потому что я собрала слишком много. Чё за бред? Не, сайды, конечно, здесь, да, унылы. Небольшая холодная планета без водоемов, боже, вряд ли пригодная для обитания. По общепринятым меркам она находится в владении Наверианской корпорации развития, сдающей в аренду лабораторий для проведения исследований, которые невозможно провести в другом месте ввиду их опасности или противоречивости. Учитывая уникальное местоположение, Наверия часто становится частью различных нелепых теорий заговоров. Ясно. Погнали. Ранарод. Только сейчас вспомнила. Да, походу. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Ну там же лаборатория типа секретная, конечно, у них там все серьезно. Так, при этом хрен поймешь, что именно ты сейчас собираешь. Да не, ну как бы да, но я же говорю, еще и сами квесты достаточно унылые. Понимаешь? Так, а что, может быть, взять кого-то? С технических умений никаких. Давайте возьмем тогда Крогана и возьмем Тали. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Подождите, а на этой планете Рах не будет, нет, королева? Бенезия там. Нет? По-моему, не помню. А, да, надо взять Лиару с собой. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Да, надо Лиару взять. Log. Так, Лиару берем. И чё, кого? Ну, так довольно сбалансированная тима получается. В принципе, их боевые умения не так, чтобы мне сильно были нужны. Я все равно сам всех убиваю. А вот технические, биотические довольно-таки неплохо могут пригодиться. Поэтому возьмем Лиару и возьмем Тали. Да, вот так. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Надо их прокачать, конечно же. У меня обе не вкачанные. Так, деформация, барьер, обилки сразу покачаем.
бросок. Так, подъем. Так, Тали. Тали у нас техник в основном. Поэтому в электронику. Вот это тоже. Она что, с пистолетом получается, да. Пистолет, дробовики. Так. Ага. Как-то так. Не так. Так. Единиц урона 6 метров. Возможности. Нам надо, чтобы щиты она взломала. Это у нас что такое? Электроника, да? Во. Все. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Тали, ты там чё? А, забыла. Сейчас она придет. Она что-то забыла просто. А, ну все. О, нас тут уже встречают. Маско Мацуо. Маэко Мацуо. That's far enough. Да, факая. Something wrong, officer? You better hope there isn't. Ты чё, This is an unscheduled arrival. I need your credentials. В смысле, я вообще-то Спектр. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, ma'am. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Руки убери, слышишь, блядь? It would not be wise to search for the Geth unarmed. Nobody takes my weapon. Charge and lock! We are authorized to use lethal force. You have to the count of 3 to surrender your weapons. Я сейчас до 2 считать начну, 1, слышишь ты? 2, 3. Captain Matsuo, stand down! Мацуо, блин. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. Вот так. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Местные норвежцы. Our Кстати, son это will же meet не you Норвегия, а upstairs. Наверия. Behave yourself. Вот так. Рассосались отсюда. Вот, сука, я тебя запомнил. Get out of here. Ага, давай, давай, беги, блядь. Подружка тоже мне. Норвегия, да, планета. Так. Не, ну а что? Можно, в принципе. Мне показалось, тип в спортивках сидит такой с капюшоном, а это у него просто такой броницвет. Бывает и хуже. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Analeas. Здорово. We apologize for the incident in the docking bay. Мы вообще-то тут торопимся. I have urgent business here. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed through a few days ago. Она-то нам и нужна. Леди Бенезия. Benezia. She is here? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. That's where I need to be then. You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Sure. Understood.
Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. No, I don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. Так. А это куда ушла? Я думала, там за угол типа села, на 2 стульях работает. Там, ну, может, там типа на полставки подрабатывает. О, лифты, наконец-то. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Да-да-да. Торговец. Кстати, может быть, какую-то броню там надеть на наших этих вот женщин. Так, ладно, сейчас с себя начну сначала. Сначала я, потом женщины. Вот так. Так. Ну, такое себе на самом деле, щиты. Не лучшая броня, как мне кажется. Так, на нее вообще ничего нету. Ладно, пойдем. Насколько я помню, нам сюда. Администратор где-то тут находится. Здорово еще раз. How can I help you? I'd like to speak to Annaleas. One moment, please. Mr. Annaleas? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. Соларянец. Надо You было will по excuse голосу me if I понятно, don't stand конечно. up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. I'm here as a Spectre, not a human. Keep that in mind. Believe me, that is foremost in my mind. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? Odd that you shouldn't mind their presence. They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She's here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention.
I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Scotty Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages. Разрешение он нам дал, я так и не понял. Так, вы должны найти способ покинуть порт. Ну а чё, какой способ-то? У него просим, да и все. Ну а почему так не делается, не знаю. Не хочет он, да, что ли? Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Вот так. Ну а ты еще нам расскажешь по этому поводу? You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. All right. What would you do? Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. You said I should talk to Lorik Keen? Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keen spends his days at the hotel since his office was closed. Ну ладно. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Пойдем искать этого Кина, блин. Хотя по факту, ну почему нас не выпускают, если мы спектр? Непонятно. Непонятное дерьмо. Его можно уломать. Заломать бы его лучше. Ну, придется уламывать, походу. Погодка там, конечно, так себе на этой вашей Наверии. Норвегии или как ее там правильно. Ну да ладно. Ага, на шо потом он такой. Чё говоришь? Чё ты говоришь, не пойму так. Да. А! Норильск, да. Lily Herax. What the fuck? Spectre, right? No. Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for my ego's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Analeas or the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm, security tracks card use. Что-то новенького у вас? You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Analeas, and the matriarch came through. Ну, все это явно связано. You need anything? I'll be here. Да ты бесполезен, блин, вообще. Бы оно и надо. Так, ну пойдем искать этого Лори Кина или как его там зовут, блин. Лорик. Слышь? Лорик. Это как Лёлик и Болик. Так. Сюда, видать. Куда этот лифт ведет-то? О, лифт в гостиницу. Значит, сюда. Лориенгер, да. А он сидит сразу. Что ты хочешь? Громче говори. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions.
He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. I don't know anything about binary helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in binary helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Novaria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. 500 кредитов? Кого, блядь? А чё так мало? Ну хотя 500 кредитов это 500 кредитов. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here is the cracking device. You will know it is done when it beeps. I have assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. I'll go see him now. I hope to hear from you soon. Так. Азари по имени Малин Калис попросила остановить слежку за Рафаэлем Варгасом. Дала ему устройство, которое осуществляет проникновение в его личную сеть, пока вы с ним разговариваете. Варгас находится в баре отеля. Чтобы устройство сработало, нужно постоянно поддерживать с ним разговор о делах. Он проницательный, сразу заметит, если кто-то пытается тратить его время попусту. Окей. Так, теперь попозже подойдем. Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They'd only write them down on thin string. For benefits, of course. Сидят, короче, на морозе бизнесмены. Ну, они не на морозе, конечно, блин, планета сегодня не особо курортная. Рабочие моменты. Так, ладно. Mr. Vargas, Commander Shepard, Systems Alliance Military. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? I might be. That depends on what sort of offer your company can make. It was my understanding that the Alliance contracted to Mars Gene for its enhancement programs. I'm sure you know that we pass a new budget every fiscal year. If it delivers a better soldier, contracts can change. A sound business practice. Excuse my hesitation, I've never heard a government accused of good business sense. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in ZG muscle degeneracy. Is it possible to deaden pain somehow? What? Why, we could try to make the skin insensate, I suppose. Full body numbness, atrophy out all the nerve clusters, you'd still feel internal injuries. But that's dangerously close to genetic engineering, Shepard. The laws only allow improvement of natural functions. We can't add or remove. I can get you those improvements for 30K credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package. Guaranteed 20/15 vision and hearing from 12 to 22,000 hertz. I'll make sure that's in my report. The bean counters back at HQ can figure out the details. You know what I'm saying? I'm beginning to. It's obvious you have no knowledge of genetics, which makes it highly unlikely you were sent by the Alliance.
Maybe I'm personally interested. Ever consider that? Then you should go to a gene clinic somewhere. I handle corporate accounts worth millions of credits. Увы. Good day, Commander. Да, не получилось, не получилось. Варгас заподозрил неладное, ушел. Вам следует сказать Малин, что ее план провалился. Так все. Any results? He figured out what I was up to and left. Unfortunate, but I cannot blame you for sharing my lack of success. We'll need to find another avenue to access Binary Helix. Wait, what about my money? For what? Scaring off the mark? I do not blame you, but do not presume too much. Good day, Spectre. Ну ладно. Главное, что опыт дали, все остальное, в принципе, 500 кредитов тех в очко себе засунь, понятно. Так. Деньги потом из нее выбьем. Окей. Ладно, пойдем по нашему делу пообщаемся теперь. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keene? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. За биотика технаря не играл. How За биотика играл. I'm the manager of the local synthetic insights За office. технаря нет. For the moment, at least. Mr. Analaeus closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analaeus' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analaeus would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Why didn't Analaeus cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nathak. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analaeus' thugs may be necessary. He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. If he's paying them under the table, they're mercenaries. I can kill mercenaries. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Ну, это как получится, братан, не обещаю. Так, Лорик хочет, чтобы мы проникли в его офис, получили данные из его компьютера. Спускайтесь на лифте на нижний уровень, где находится Synthetic Insights. Когда будете на месте, найдите компьютер и загрузите файлы. Окей. А там нет ковров. Это, конечно, подстава, да. Наверное, что-то еще будет, или миссис Лоренцо не продан. Не знаю, посмотрим. В этой части адепты самое интересное, тут только с солдатом можно. Так, а нам нужен какой лифт? Ага. Как
раз вот сюда. Блин, тут стена. Окей. Правильно что иду? Ну да. Я же не помню, что даже этот квест, что там самое. Как, частично. Припоминаю, но далеко не все. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. Lorik Keene gave me a pass in. Keene? Are you working for him? He's under investigation. I'm going in there and I don't want to hurt you. Why don't you just go? We'll pretend this never happened. You want to cause trouble? Перегрев. Я же заюзал обилку. Вот факт. Это баг какой-то, по-моему. Или, может быть, на меня обилку какой-то кинуть, скорее всего. Так, химические противопехотные патроны 3-го уровня. Это как бы нормальная тема. Вообще-то. Нас куда-то сюда ведет, как будто бы, но только я тут ничего не вижу. Вот на стол залезла, боже, what the fuck. Ну ладно. Здорово, Редрайер. Ну, надо найти, видать, эти данные. Да, сейчас пойдем на второй этаж. Что, правда, отчасти руки так трясутся в зуме, будто он купил плойку и учился на геймпаде играть в шутер. Не говори. Сделаем космическую сагу с богатым лором, с синофильским секосом, с оружием без патронов. Ну, типа, патроны есть. По факту-то они есть. Просто очень много. Низкий уровень навыка. Ну, блин, ладно.
тоже воевать придется. Ну, опять эта капитанша пришла. Ну, здорово. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. Do you plan on making me leave? Leave? You think I'm gonna let you walk out? Наконец-то, наконец-то мы сейчас с ней Annaleas would throw поквитаемся. you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're here off-duty breaking the law for bribe money. You expect us to feel bad for stopping you? If you want to fight, I'll give you one. Эта сука мне с самого начала не понравилась. Поэтому сейчас мы ебанем. You must die. Весь отряд положили, придется выкручиваться самому. Что ты делаешь? Прикалываются или что, не пойму. Так, еще внизу тут где-то парочка. Locked and loaded. Последний. I think we're done here. Встаем, бабоньки, блин. Развалились, знаешь. Надо было Гару собрать и Рекс, а не вот этих вот, ну ладно. Шпана. В третьей части напарники самые полезные, максимально сложности тащат битвы. Но в первой вообще это не так, к сожалению. Что поделать. А где их так воевать учили? Да, походу у нас на корабле. Понабирали по объявлению мы их по факту. Что ты хотел-то? Ящик не забудь. Что за ящик? Какой ящик? Ты о каком ящике речь ведешь? Что за ящик-то? Набор инструментов. Вот этот, что ли? Ну все. Сундук. Или я что-то еще забыл? Уже, по идее, ничего не забыл. Все, пойдем. Сохранимся. Первое лучше самых толстых брать для отвлечения, да. На балконе и на столе. Но я не вижу никаких ящиков больше здесь. Остальное, видимо, я все взял.
Пимп среди бичес. Почему же что сразу толстые? Ну, это безотносительно к весу. Поэтому все нормально. Здорово. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? Да видал парочку там головорезов. It's probably Ananias's thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Каждый раз видите лифты жду вылета. Не, вчера игра ни разу не вылетала. Хаббар, здорово. У него подозрительно тонкие руки. Ну чё? Ну она типа офисный работник, физически не работает. Зачем ей толстые руки-то, алло? И причем подозрительно тонкие. Это как вообще понимать? Офисный армрестлинг знаменитый, да? Allow me to reintroduce Вот myself. так, сразу такая Parsini, дерзкая стала. Novaria Internal Affairs. Короче, ясно. Засланный казачок. What do you want? The executive board knows about Ananias's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Why don't you ask Keen directly? I'm Ananias's secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Keen is offering to pay me. Can you? I can produce a copy of Ananias's pass for you. I can't move large sums of money without someone noticing. Не, ну тот нам денег даст. А это что, ничего не даст? Пропуск мы и так получим. Я подумал. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him. Просто да. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. If necessary, yes. Do what I tell you to, or Ananias will find what he's looking for. It is good to have all our cards on the table. I regret that you have a better hand. Very well, I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Ну, так бы сразу. Так, сообщите Дженни, найти в офисе. Понял, пойдем. Такой дизайнер в 2007-м. Не банальный графена дизайн. Да, очков отступника дали прям кучу. 25. Ну а чё? Зато эффективно. Раз и все, и порешали. Они вот эти вот, а вот, давайте там, а может быть, это же так честно, это же, вот. Такие, слышишь, блядь, делай давай, иначе хуже будет. Все. Результат-то один по факту. Главное, что мы добиваемся своего.
До Рахни не дошли еще, это же только прилетели на эту планету. Ну что, готово. Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keene has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Doesn't this help you? You don't seem particularly happy. I'm ecstatic, but right now, I just feel like a long day of work is ending. While you were working on Keene, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. Жестко она его скрутила. Shepard, I demand you place this bitch under arrest. You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Смотри. Запомни ее, чат. Она нам пиво должна, ясно? Так, ну теперь у нас есть пропуск в гараж. Отлично. Так, снаряжение. Меня интересуют винтовки снайперские. Есть что-нибудь приличное? Всякое говно, если честно. Ну, ладно. Что тут по штурмовкам? Тоже кал. Ну, блин. Ну, дробовик я щи не юзаю. Ладно, давайте броню глянь. О, броня неплохая. Улучшение брони, регенератор щитов, усиленная ткань. Так, стимулятор. 7% сокращение времени восстановления перезарядки. Так, моторизованные суставы 15, крушащий урон. Кого, блин? Так, регенератор щитов. Плюс 50 щиты. Вот, батарею щитов поставим. Ляра Иванна Тисони. У вас как там с броней дела обстоят? Так себе, да? Ну ладно. Для Тали вообще ничего не дали. Для Тали ничего не дали. Летим в далекие дали. Как они все заколебали здесь. Так, еще прокачка, да. Физподготовка. Что дает физ? О, увеличит здоровье. Отлично. То, что нужно. Так, Лиара Тисони. Восстановить состояние здоровья каждого члена отряда. Да? Ну, давай. Можно. Бросок. Силу броска до 1000 ньютон. Так, увеличивает длительность. Деформация. Так вот, короче. А, еще талию вкачать, да-да-да. А, взлом аж здесь. Ну ладно. Окей, сохранимся. Го в гараж. У Талис забрала шлема, похоже на корпус пылесоса. Интересно, так же хорошо создает вакуум. Ох, сосиска. Знал бы я тебя первый день, даже, может быть, забанил. Но так как я знаю тебя уже лет 20, то уже даже привык. Так, ну все, го в гараж. В электронику дешевку бухачки. Да нормально. Признавайся, скучал. Ну, конечно, как же. Естественно. Естественно. Access to the garage is restricted. Что творишь? I have authorization. Excuse me. Зима вообще-то. Ты, моль в обмороке, отошла просто от двери. Поехали. Опа-на. А тут нас уже поджидают. Геты ебаные. I'd
Ну, конечно, блин, а что это? А что у нас со здоровьем, девочки? Нормально. Так. В танк садись. У нас есть свой танк. Так. Почему-то, кстати, метка показывается на этот. Странно. Ну, ладно. Тараканы. Да скорее крысы. Видали, как он крысил, просто сидел? Цистерну с горючкой можно было взорвать, кстати. Почему мы без братишки Гаруса? Ну, потому что решили на это дело взять женскую компанию. Проверить их, так сказать, боевые, собственно, навыки. Вот такие дела. Говорит с Туриком ход. Да, он типа с ним разговаривал уже. Нового ничего вроде не сказал. Погодка так себе, конечно, но в принципе машина зверь, поэтому нам все равно. Так. Я даже не вижу, сколько у них там хп. Вон для питон дару. Как же мы уворачиваемся, а, чат?
Как же мы мансим? Шок. Не знаю, я вот с Маку всегда как-то умел общий язык находить, на самом деле. У меня не было с ним особо никаких проблем. Насколько я могу помнить, конечно, может, ошибаюсь. Но вполне себе нормально. Привет, Равели. Дороги норм, не в горах. Не ездите в горах. Нам сюда. Судя по всему. Пилить еще прилично, конечно. По этому ледяному серпантину. А если планета это сплошь город, тут деваться некуда. Не летите на эту планету. Это же очевидно. Нужен конь из Скайрима, и вопрос решен. Вот, да. Это Мако, а не конь из Скайрима, чтобы он вот это вот. Но в графоне добавил красок в небесные виды на планеты с двойными звездами тоже? Я не знаю. Наверное. Там типы вроде внутри сидят. Не знаю, как выманить сегодня получится, чтобы пора стрелять. О, кайф. Ложки на выбор. О, давай такую. Точно, но вдруг тебе неудобно будет. Зацени, чат. Я буду борщик кушать вот такой ложкой. Сохранимся давайте, да. А ну-ка. Горячая тарелка. Пускай чуть-чуть пускай остынет. Потом только сварился борщик. Дальше пешком. Ляра, ты чё там, блин? Отравленная, что ли? О, тут Кроган, серьезно.
А, тут выйти нельзя. О, ну это ГГ. Живем пока. Фух. Там еще один такой. Сейчас встанет, подлечится, встанет. Отлично. Что-то тупит стоит. Алло, уважаемый. А это мы вообще нормально. Может, ты не будешь валяться больше, Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Здесь, конечно, снайпами одними не отделаешься. Придется потеть со штурмовкой, но в целом ничего страшного. Дробик, конечно, тут тоже очень хорошо пойдет. Борщ без сметаны. Я, не знаю, не особо приверженец борща со сметаной. Если честно. Ну, типа. Ну, без сала, да, сало тоже не люблю. Не, горилку норм. Горилка — это маленькая обезьяна, если кто вдруг, типа, не понял. Да, ну, типа горилла. С мазиком вот норм, кстати. Так, все, тут вроде бы больше ничего нет. Погнали дальше. Большая обезьяна. Самогон. Так. О, сейчас начнется. Сейчас узнаешь. Why? Поэтому давайте сохранимся. Why? Так, лифт. А тут никто не вылезет даже. Подозрительно. Ладно. Так, посмотрим. Дробовик Ургант. На всякий, давайте. Пригодится. Это вообще не умеет. Блин, снайпухи днищенские какие-то, серьезно, попадаются пока что вот только какая-то шляпа прям вместо снайперок. Окей. Ну ладно, что поделать. О, прокачаемся, давайте.
Так. К концу их будет 1 миллион. Да. Но сейчас-то нет. Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может. На горилку. Спасибо большое, Леня. О, нормально. Кто-то закинул на горилку-то, на маленькую обезьянку. Спасибо тебе большое, Ленчик. Спасибо огромное. Спасибо за подгон. Так. Так холодно, мне холодно стало. И нет, это не потому, что в квартире холодно. Надо балкон заделать просто, у нас балкон с балкона дует. До свидания. Следующий. Так, еще один идет, судя по радарчику. Что-то не спеша, правда. Я думал, то сверху враг стоит. Это знак просто обычный. Ну, хорош прятаться, алло. Дроиды, блин. Свидание. Animals, wind, this place is in bad shape. Ну, понеслась. Ненавижу этих рахни долбаных. Xenobiology is not my Try it. field. Maybe someone in the labs knows. Я привел окулейка. Так. Металлодетектор все еще не прохожу. В копилку на вискарь. Понял. Спасибо большое. Спасибо, Даркич. Ой, мы, кстати, насчет вискаря ходим в Тэтчер. Ну, если вдруг кто из Харькова, рекомендую. Там продают, ну, заказать можно, короче, такой виски. Spicebox Pumpkin, короче, тыквенный получается. Блин, он такой вкусный, его, короче, у нас нигде нету. Ни в интернете, ничего, там, короче, места знать надо. Поэтому, да, мы у них там, типа, сказали, если вдруг что, набирайте, будем брать, да. Вот, поэтому пригодится, вот я к чему. Спасибо, Даркич, спасибо за 666. Спасибо огромное за поддержку, да. Отопление нам дали, да. Угу. Уже давно дали. Ну, не могу сказать, что он прям сильно там прям такой самый. Но, типа, вроде как батареи теплые. Что вы стоите, бейте их. Женщины. Окей. Просто месяц назад было, отопления не было на улице, конец октября был. Ну, конец октября.
Подожди, нам дали в конце октября отопление вообще-то. Не знаю. У нас было. Ну, не везде, кстати. Не во всем, не по всему городу. Куленок бас бустед. Да. Что это за миссия? Это миссия на Наверии. What the fuck? Залагали жуки. Сейчас будет жестко. Полезут, по-моему. Слушай, вот они пищат там, вот эти вот твари. Твари просто вот эти вот маленькие. Заходим в ядро. Был в Киеве. Ну, в Киеве не знаю. Единицу нигеля. Боже, что тут делать? Для реактивации проведите модули 2 и шо? Кого, блять? Если вы думаете, что я понимаю, что я делаю, вы ошибаетесь. Переведите модули на второе или третье ядра. Все, а то я не дочитал. Так. Почему я не могу сюда? Странно. Лиза. Так. Да, блин. Подожди, а я могу вот этот вот сюда? О, сейчас все будет, чат. А я должен все их на третье ядро, что ли, перекинуть? Я думал распределить между двумя. Понятно.
Я It просто looks like you're по-другому trying to думал, оно restore работает this немножко. facility. Всё, потом я понял. Would you like help? You're the virtual intelligence Больше that пока runs this покушаю. place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Why do you need to know? To determine the data access available to you. Basic access is limited to non-secure queries. Secure access allows most system functions. Privileged access is available only to executives of Binary Helix. Commander Shepard, I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. Nice. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. What are the landlines, and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. How do I reconnect the landlines? The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. To be killed, I would need to be alive. I am merely a database program. Okay. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you. Так, тут у нас там подписочку подарил, сейчас посмотрим. Нортон Ист. Спасибо тебе большое за 3-ю подаренную подписочку от, точнее, пользователю
Теодор Моуи. Вот такой сложный ник. Спасибо огромное. Спасибо большое за подаренный сабыч. Спасибо большое за поддержку, Нортонист. Спасибо огромное. Так. Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может. Тёма, а продолжение контрола будет или ты все? Я просто не знаю. Ждать, когда все серии выйдут, чтобы посмотреть сразу. Или искать другое прохождение. Смотри. Спасибо за донат, во-первых. Во-вторых, завтра стрима не будет. Но так как дела появятся только вечером, вот, то, наверное, завтра днем я постараюсь записать серию Control. Да. Ну и, не знаю, выйдет она, скорее всего, либо завтра вечером, опять же, уже как мы вернемся, либо в воскресенье. Вот. Такие вот были планы, по крайней мере. Не знаю. А там посмотрим, да. Спасибо большое, Фрэк Трэп, точнее, за полтинник. Спасибо за поддержку. Спасибо огромное. Вот. Так. О, надо было единственное. Подожди. Вот так вот сделаем, да. Резать типов будем. Так, стазисы. Alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ну, сейчас сделаем. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Короче, все не работает, все выключено. Ясно. Понятно. Так, а что у нас тут? Лифт к реактору. Кафетерий. Монорельс. Лифт на крышу. Надо сначала на крышу сгонять, роутер ребутнуть, получается. А может сначала надо реактор включить. Сейчас разберемся. Это DLC? Нет. Это сюжетная миссия. Чё, у меня в зубах ничего не застряло? User alert. Main reactor shut down in accordance with... Говно мелкое. Еще раз не увидел. Так. Левая верхняя шестерка карис. User alert. Понял. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Стоматолог, то ли? Manual restart required. Да с каких это пор вообще? User alert. Landline connections are disabled. Passenger... Так, есть такое. Идиотолог? О, это мы такое одобряем. Сметана точно не замечена. Но это да. За сметаной это к Тане. User alert.
Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. За сметаной это к Тане. Это, по идее, у нас к реактору, да? Ага. Now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Что-то ко мне за сгущенкой. Что, я ем, что ли? Килограммами. В баке для мусора пусто. What the fuck? Отступаем, бабоньки! Там пиздец. Так. Reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Что ты там лазишь, боже? Забавно так упал. Так, это были не все. Пиу-п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 иу. Сохраниться не получится в данный момент времени. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Упс. Сорян. Нормально. Эти ребята достаточно опасны могут быть. Джаггернауты эти, блин. Мик Джаггернаут. Что я заходил-то в эту комнату? Не понял. Просто так, за шкафом. Опасные ребята не умирают за 2 секунды. Просто мы действовали тактически грамотно. Да и он откровенно затупил. Ну, в общем, да. Сейчас включим, блядь. Изи. Оу, братан, аккуратно. Не, самые опасные геды это праймы. Левые это вообще. Праймы, да, праймы жесткие. Но я не помню, праймы есть в первой части вообще, чат, нет? Connections restored. Processing new data. User alert. Unable to connect to hot lab facilities. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific. That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. Первый проходил только 1 раз.
Мне кажется, есть праймы тут. Средняя сложность. Нортон, и спасибо за еще 2 подаренных подписочки. Пользователи Девинпот и Трек Хаунд. Добро пожаловать в ряды сабов. Не забудьте написать спасибо Нортон Исту в чатике. Нортон Ист, спасибо от меня. Спасибо огромное за поддержку. За плюс 2 саба. Это как бы круто. Спасибо тебе большущее. Ну, поехали, походу, да? Все вроде восстановили. Можно журнал, конечно, почитать. Так. Непонятно. Now entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways. Contaminants Decontamination Chamber. Это какая-то жесть. Что это вообще за дичь? Это видно такое. Ну, надо их там травануть. Control group, loosen them. They're in. Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Get out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? А это ты поняла его, да? А, ладно. Будем выпускать их, что тут делать? Ну или так. Отжарим их, да. Нахуй. Повылазили еще. На говно. Well done. Ну или medium rare, возможно. Точно не знаю. Не знаю, что-то боевка в Mass Effect мне намного сложнее раньше казалось. Что прям вообще очень легко. Но сейчас скоро будет босс-файт, поэтому там, конечно, поживее. Там, может быть, даже несколько раз переигрывать будем. Но пока, в принципе, справляемся. Пока, да. Можно присесть даже, да. Не обязательно стоять как истуканши 2. Или там поцелуйтесь, я не знаю, что-нибудь... Сделайте. Что стоять-то? Да. Равеля, спокойной ночи. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Всех персонажей Mass Effect геморрой. Может, это, знаешь, типа побочные эффекты путешествий через ретранслятор массы, да. Геморрой. Почему бы и нет? Так. Типа ты настолько быстро летишь, что из жопы такая кишка. Ты летишь такой очень, типа, представьте, что это очень быстро. А кишка, она не успевает. Она такая болтается и постепенно такая вот так вот вылазит. И вот так вот потом... Прикинь, да? Так. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work a train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh.
I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. We've never seen anything like them. What do you know? I'm no xenobiologist. They're fast, vicious, and there's a hell of a lot of them. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. Venezia. Is she still over there? I don't know. I don't see what one person could do. A matriarch has the skill to keep herself alive for a long time. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen, I'm not sending my people down there. It's too dangerous. Understand? Okay. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Легко отделались. Так. Вы проследили путь матриарха Бенезия, она покинула. В лаборатории можно попасть на аварийном лифте, который находится между... Так, ну это мы и так поняли, но доступ туда, к этому лифту нам дадут, я надеюсь. Так. Сейчас будем спрашивать у местных. Тут еще какие-то квестики, по-моему, можно взять, да? Если я правильно помню. What? В смысле, what? Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Ты чё, расист, что ли, Шепард? Because I do not know anything about the matriarch. Ах, это обкуренная. Why would I? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. Этого мне не понять. That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. That's all for now. Then I will return to my meditations. Давай. What? No! Хорош спать, давай вставай. Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Yeah, is there something you need? I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ialis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. Здоров, Акимаут. Хотя ты меня не услышишь, если с провайдером проблемы. What do you know about the hot labs? Nothing. I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Ага, сейчас доложим. Подожди. Проверяй, блядь. Так. Туда еще сходим. По баракам, по этим полазим. Первая часть мода на графику говорит лучше Андромеды. Тут вопросы к тем, кто делал Андромеду.
вообще на другой этаж. Все ведет на другие этажи, ладно. Это типа хаба что-то. Медотсек. What do you want? Were they attacked by the aliens? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. And I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment would Да, work. это мы. We lost the connection to Mira in the middle of Мы an такие. experiment and the quarantine failed. Да, планирую These все three трилогии were проходить. exposed to a toxin, something we were working on. I need full cooperation if I'm going to help. You want these people to live? If not, I'll walk out of here. No, wait. It's a bioweapon. Based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature. But there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. Do you imagine that distinction makes this ethical? Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. There's a reason the Citadel conventions forbid bioweapons, Doctor. I didn't expect you'd understand. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. Talk to you later. I hope you can do something. Так. Доктор Коэн сообщил, что несколько ученых на станции Расселина были заражены в результате выхода из-под контроля научного эксперимента. Капитан Вентралис не пускает никого в лабораторию, поэтому изготовить лекарство не представляется возможным. Для вас он может сделать исключение. Поговорите с капитаном Вентралисом. Не то, чтобы сильно прям, ну ладно, поможем, что уж, опыт дадут. Часть Mass Effect собрались сделать. Да, что-то ходят слухи. Что-то после Апекса. После Антема, да. Warning. Watchdog protocol is active. В любом случае, пока заперто. И судя по радару, там дофига всяких мразей лазит. Мрази лазят, мрази лазят, лазят мрази, мрази, мрази. Так. Лазят мрази на КамАЗе. О, боже. Последние 0,25 секунд оставались. Офигеть, вот это я, конечно, вскрыл. О, да. Anthem 2 это, конечно, именно то, чего все мы ждем.
Давайте будем откровенны. Может, все Dragon Age пойти? Да, типа, пока нет. Выбрали Mass Effect. Проходим Mass Effect. Вот. Я бы хотел, если... Ну, ладно, до Mass Effect. Чуть как бы долго бы проходить, поэтому не будем каких-то планов долгоиграющих делать, не будем. Посмотрим. Так, ты-то нам и нужен, братан. Сейчас мы с тобой пообщаемся. Секундочку. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. Where did they come from? They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? Да ты чё орёшь I там, don't блядь? have any control over who lives or dies here. Do you? Лысый, твоего мнения там никто не спрашивал. Kind. Этот еще, блядь, кто? Crazy? I'm sane. God, am I sane? Так, рассказывай, не обращай внимания. I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. Короче, Рахни — это такая была раса насекомых, с которой была там галактическая, чуть ли, наверное, там война, да? И ради которой соларианцы вывели расу Кроганов. И только с помощью Кроганов, я так понимаю, удалось победить Рахни. Хотя потом пришлось воевать с Кроганами. Блять, как все сложно. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access, like Dr. Cohen. He's in the medical bay. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? Doctors on Mua. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram, and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Ну да, не вывели, а типа, ну вы поняли. Не так сказал. Вывели в космос, короче, скажем так. If you hadn't, you'd be dead too. Of course. That is perfectly true. Could Matriarch Benezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. I'll be leaving now. Yeah. Так, тут тоже заперто. Ладно. Там заперто. Чё всё заперто-то? You're not part of the crew. Call me Shepard. I'm a Spectre, sent by the Citadel. There aren't any human specters. Look, Plague doesn't care who you are. This lab is under quarantine. Моя воля, я бы тебя, блин, прострелил, ну ладно. Так, ну пойдем, пообщаемся с капитаном. Может, он захочет нас впустить. Чё, он ничего не теряет по факту. Мы так никто и звать нас никак для него лично. Вечно он своей спектрской ксивой везде светит. Ну видишь, не все ему верят, блядь. Говорят, что ксива у тебя липовая, походу, братан. Ну, некоторые верят, некоторые нет. Те, кто не верит, конечно, потом жалеют. Их лишают пенсии. Да, поэтому...
Thanks for the help. Every few hours, a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. They always attack here? It's an obvious kill zone. Their only other option is over the mountain and down through the ducts, and they freeze like everyone else. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Something you need? Sure. I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra Metagel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not going to like the I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before he'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Диггер, спасибо большое за 23 месяца. Це що, S-Effect? S-Defect. Да, это он и есть. Спасибо огромное за 23 месяца, Саба. Спасибо большое, Диггер. Great. We'll be stuck unless he decides we're healthy. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. I've got work to do. You and me both. Так, ну вроде допуск дали. Ладно, пойдем. Я правильно иду? Ну да, по идее. Здорово, здорово, Диггер. Зубастый, который еще постоянно киллы. Это Ворча. Ворча, что-то такое. И, кстати, озвучивал тот же актер, который озвучивал Шепарда. Создайте лекарства. Ну, пойдем. Пока не можем. Ладно. Привет, Эквинокс. Сидит такой. Ты что тут сидишь, братан? Ярослав Тартаковский. Russian, что ли? Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? Wait. Is there an Asari matriarch here? Asari? I have not seen one. She is safe then, at Rift Station. This is not important. You must be listening. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. They brought it here to wake it up? Binary Helix planned to clone Rachni, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Obviously, they were wrong. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. This is fascinating, but we don't have time to chat. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct...
Говно! А где трупы? А, вот. Коды-то нам нужны по-прежнему. Так. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Proper code есть. Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. 120 это 120. Вообще надо валить, конечно. А то там как-то все плохо. Нормально. Сейчас. Кулдаун у нас откатится. На хилочку. А потом. Сначала чинил, потом ломает. Ну да. Мы такие. Они разорвали бы нас на pieces of shit. I'm sorry about this, Shepard. We've got orders from Venezia. Open fire! Сука. Так, бабоньки, чилим пока. Устанавливаем щиты, все дела. Последний. Снайпер. Ну идите, выманите его там, я не знаю. Спепелили, блин.
Братан, тебя видно там, держу в курсе. Сволочь. Никто не воюет, кажется, со мной. Хватит стрелять мне в спину! Нормально. Изи. Использую тактические построения. Какие построения? Они вообще ни в кого не стреляют. Я сам тут со всеми воюю. Алло. Лиара Тисоневна. Тализоровна. Ясно. Так, что по оружию тут? Может, снайпу какую-то новую? Да нет. Все нахер в унигель. Конечно, этим не сейчас надо заниматься. Ну, типа, а когда? Урона поменьше, но типа точность чуть побольше. И огонь до перегрева. Такое. О. Это поинтересней. Это потому что та же самая винтовка, только более нового уровня. Как бы. Блин, я переработал все-таки. Нечаянно. Стой. Хотел отдать там кому-нибудь из женщин. Нечаянно переработал в гель. Ну ладно, чё. Так. Прокачаем 4 очка. Что-то я даже не заметил, когда успел. Так, физподготовка. Защита от урона на 50%. Усиление щита уровня 2. Так.
во взлом все кидаем. Так. Матриарх Бенези, понятно. Проникли в закрытую часть расселены. По станции пошел сигнал тревоги. Охрана будет стрелять на поражение. Ага. Давай, давай. Открыть огонь, я бы даже сказал. Ой, так, тут уже босс-файт. Поэтому пока что сюда не пойдем. Так, волнует, что говорят власти, с ними что-то случилось, связь с целыми колониями просто так не пропадает, если администратор ничего не сделает, я отправлюсь на челнок скопления гаммы, да, это сайт-лист, короче, я понял. Какой смысл их качать, если толку от них? Да, ну типа обилки-то у них норм. В принципе. А это по факту другой просто... А, это как раз... Это здесь, по-моему, что-то с лекарством, я не помню. Комната ученых. А, пойдем пройдемся. Не помню уже, что тут как на самом деле. Ну, это, по-моему, просто другой путь. О, это тот, который нам не верил, что мы спектр. Огребаешь, брат, просто. А я тебя предупреждал, сука. Вот так вот. Такие дела. Не поверил, умер, да. За отсумника бархом. Ну, в основном. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. You won't look so smug with a hole in your head. Your insolence is a poor mask for your fear. Ну, сука. Стабилизирует, читай бензин. Наркоман. Ну, а еще и геты, ясно.
Так, минус Ляра, но у нас есть обилочка единства. Давай. Ясно. У нас в тиме -1. Это печально может закончиться сейчас. А, вот врезнулась. Ждем кулдаун, чё? Да, к сожалению, на барынке в этой игре жесть. Бланка, здорово. Джордж Фриман, спасибо большое за 26 месяцев саба. Вот так. Вот так. Спасибо огромное. Спасибо большое, Фриман, за 26. Спасибо за поддержку. Ой, блядь, как я умер-то. Liara, What could I say? have you faced an Asari commando? Порицаю сам себя в итоге, я понял.
ГГ. Последняя волна, видимо. Жестко. Я уже даже целиться не могу или что? Блин, а тут просто еще такая проблема, что тут прятаться особо негде. Типа местность открытая вся. Плюс как бы... Блять, тупые напарники, это, конечно, да. Проблема, в общем. I won't be moved. What could I say? Have you I can't. Просто падаю в яму и все, это ваншот. Просто они кидают вот этот вот полет, блять, и я просто в яму падаю. Ну, вот я знал, что здесь вот будут проблемы на этом этапе. Ничего. You do. I won't be moved by that. Indeed. What could I say? Have you faced an assault? Хорошо, хоть не в яму, на том спасибо. Что в третьей волне уже у сопартийцев еще и обилок не остается. Это вообще как бы так себе, знаешь.
Хила нет, сейчас Тали умрет. И я тоже умру. Хила-то нет. Хуя себе. Ты что, кончено? Здесь, кстати, зона неплохая. Да, здесь, оказывается, не простреливается. А я думал, почему-то, что тут тоже и она нас достанет. Бенезия с той стороны. Там же контейнер, блин. Живи, живи, живи. Сучка. This is not over. Плотно. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. Start talking, Benezia. What's Saren's next move? I will not betray him. You will... You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. Are you saying he brainwashed you? People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. The ship that attacked Eden Prime? I didn't think anything that size could land on a planet. It has a very powerful Mass Effect drive, but that is not Sovereign's true power. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. Can I assume you found the coordinates? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. How did the Rachni find it? They searched patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. Why does Saren need the Mu relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause. You have to give me the location.
I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should... Oh, you should... Mother! Don't leave! Fight him! You've always made me proud, Liara. Die! Хуя себе. Да я ж, блядь, переключил оружие. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Netagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother! Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... F в чат. This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Who am I speaking to here? We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. You are not in harmony with those who hoped to control us. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? Look, those tanks? Acid.
Strong enough to kill anything, no matter its biology. They wouldn't have installed that if they weren't afraid of the consequences of her getting loose. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. If I let you live, would you attack other races again? No. I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. You could have calmed them if I hadn't set off the purge? No. Our minds are not as yours. We can only learn to sing in harmony. Without a mother, children are lost to silence. You should not sing of them in gray and violet. We would have stilled them ourselves. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Лезь. На самом деле это будет иметь последствия, отпустим мы их или нет. Именно поэтому я и отпустил. Как бы да. Так, ну а нам же надо еще что-то там с лекарством сделать, да? Непонятно. Там еще ящичек имеется. Как в него попасть? Чат это запомнит, да. Даже не сомневаюсь, чат. Что ты это запомнишь. Они убьют миллионы людей, это все будет на твоих руках. Да. Я готов понести ответственность за их спасение. Окей. Так. Пойдем, ладно. Тут никого не было, никто ничего не докажет, да. Это был короткий путь, блин. Офигеть. Так. Задание выполнено. Let's fucking go.
всю картофель в космосе пожрет. Да не бывает картошки в космосе, чат. Алло. Алло. Да, что? Это был Омск, думаешь, да? А, ну ладно. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay? The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? Ебало, завалили там бабы. I won't be a puppet for the Asari. I give the orders around here. Understood? Forgive me, Commander. I was only trying to help. Crew, dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch it through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, do not cut me off like last time. I fail to find it amusing. Отрубай. Save the sermon. I'm just here to follow up on my report. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? And then released the Queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This Queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander. В следующий раз я тебя не включу даже, тварюка, будешь мне вот мозги тут, блин, полоскать. Смирно. Так. Пресли, чё, как дела? Чё там расскажешь? If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, sir. Вот Understood, так. sir. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. Еще один расист на корабле. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. Some people think asking for help is a sign of weakness. That's just being stupid and stubborn. No matter how strong you are, allies can make you stronger. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander. This won't be a problem. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school, following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were at Elysium during the Skillian Blitz. A massive fleet of alien raiders hit the colony, trying to wipe it out. They had the numbers, but their ships were no match for an Alliance frigate. It was a slaughter. We couldn't even keep track of how many ships they lost. How'd you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. Carry on, Presley. Yes, sir. Так. Humanity first. Boy, am I glad to be off of Novaria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet, if you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to... The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but... I have to go. Эти все диалоги нам знакомы. Пойдем вниз туда, к команде, к нашей тогда. В какой-то момент подумала, что до свидания, его вышвырнут за борт. Чё он такой расист? Так бывает. Какой идиот принял на земной флот инвалидов в качестве пилота на секретный фрегат? Ну, наверное, тот, который знает, что это лучший пилот во всем Альянсе, как бы. Как бы, инвалид или нет, ему ж не надо, блин, марафон бегать.
If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. In the end, maybe she's better off now. Maybe. She was a good person once, before she was twisted by Sovereign's power. Better to remember her as she used to be. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung. Has your opinion changed at all? It has. I have been watching you and your crew. It has taught me a lot about your species. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You can't argue with results. No, but there are consequences. Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as a bully. You run over anyone who gets in your way. It is up to people like you to change their minds, Shepard. I'm doing the best I can, Liara. There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what you did on Torfin. I cannot even imagine how horrible that must have been, but you did what had to be done. Why are you so interested in me? I wanted to know more about you. To understand what made you into the man you are. There is something compelling about you, Shepard. You're interested in me because of my visions. You just want to know more about the Protheans. Она уже как может клеится к нам, но мы типа делаем вид, что ничего не знаем, ничего не знаем. But it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard. But I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Chief Williams. I care about Ash. A lot. I thought so. Still, I feel as if there is also some attraction between us, Shepard. Между вами это между тобой и Эшли? Oh my. Так, ну да. I'm not interested in you in that way, Liara. This is very embarrassing for me, Здесь мы ее отшили прям. Please, let's talk about something else. I should go. Goodbye, Commander. Тупо отшили ее, блин. Вот сейчас, вот в данный момент буквально. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Так, пойдем с Аленко пообщаемся. Что-то мы вообще как-то про него забыли. Кайден лучше. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Alenko, when it's just you and me, you can consider it off the record. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all this. This Saren is looking for a lost mass relay to who knows where, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element zero in the womb. Beats the brain tumors some Да что этот актер озвучивал в Которе карта о Насе, насколько я помню, да? Ну, Аленко. Seems like you beat the odds.
How many didn't make it? Out of 100, maybe 60 have no effect. 30 suffer adverse effects, little things like brain cancer. The other 10 show enough ability to augment with implants. Not always permanent, though. Not like the cancer. Next thing you know, you're out on Jump Zero. And how's a kid supposed to deal with that? A station at the edge of human space. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. You were all teenagers. I'm sure you found other ways to occupy the time. I'm not the sort who does that kind of thing, Commander. Not lightly, anyway. There was a girl I spent a lot of time with, but we kept our clothes on. Rana. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up about it. I think you'd have liked her. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. Okay. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Ну, вы знаете, тренировки по борьбе с потными мужчинами в трико. Близкий контакт. Ну, что имел в виду? Я думаю, ты знаешь, что он имел в виду. Что значит «но умная»? Да, меня тоже, кстати, смутила эта строчка в диалоге. Типа, она была из богатой семьи, но умная. Типа, а чё, это, раз с богатой, то чё, обязательно тупая или чё? Я не пойму, как это, блядь, работает. Окей. Jump Zero is a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. Так, ладно, не будем его кадрить. It's a big galaxy, Lieutenant. Who knows what will come in handy? If you say so, sir. Besides, мало ли к чему приведет этот диалог, правильно? У нас там еще Джокер как бы ждет нас. И надеется. Если вы понимаете, о чем я. Бритье накачанных попок в душе после тренировки. Если вы понимаете, о чем. Это вообще-то не завуалировано сейчас было. Алло. В каюту к Шепарду. Shepard, I'm glad you're here. Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. I still think a lot about my pilgrimage, though. I know Норманди мыло в душе не ронял. But with all the worlds we go to, I was hoping to find something to bring back to the flotilla. We've still got a long way to go. You'll find something to take back. Yes, but it cannot just be some derelict ship my people can use for salvage. It has to be more than that. There's a lot expected of me. What's so special about you? It's my father. He's the senior member of the Admiralty Board. He's one of only 5 people who can overrule the decisions of the Conclave for the good of the migrant fleet. My father is responsible for the lives of 17 million people. Our entire race is in his hands, and I'm his only child. So are you some kind of heir to the Quarian throne or something? No, it doesn't work that way. My father's position isn't hereditary. I'll probably never serve on the Admiralty Board myself. Officially, I'm just the same as any other citizen. But it doesn't work that way in practice. People have always treated me differently because of who my father is. You must get all kinds of special privileges. I probably had it easier than most growing up, but it's not all good.
People like my father have enemies, and they're not above using me to get to him. Why didn't you tell me this before? I guess I'm just tired of people judging me because of who my father is. Everyone's waiting for me to do something great on my pilgrimage, something that will forever change our lives for the better. If I don't, it's like I failed, and that reflects badly on both me and my father. The work you're doing here is more important than anything any Quarian has ever done before. Yes, I know. But you have to understand Quarian culture. We're a very insular society. The events beyond the flotilla don't much matter to the average citizen. Our greatest dream is that one day we'll return to our homeworld and drive out the Geth. But even if we stop Seren, that's not going to happen. There's still millions of Geth behind the veil. Until they're gone, our exile will continue. What would you need to bring back to make everyone happy? Something that would help us better understand the Geth. They've changed significantly since the exile. They've continued to evolve. We've done our best to study them, but it's not easy. They're very reclusive. Until recently, they never went beyond the borders of the Veil. And all the Geth we run into now are under Seren's control. We'd need to find Geth operating on their own, independently. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Seren. Then I'll worry about my own problems. What was your father like? It wasn't easy growing up as the daughter of one of the Admiralty. Even before he joined the board, he was a prominent figure. People looked to him for leadership. He had to set an example, and he expected the same of his daughter. Plus, he was pretty strict, a military man through and through. He never allowed me to settle for anything less than excellence. As a kid, I sometimes felt like he was pushing me too hard. But now I'm old enough to appreciate what he taught me. The world doesn't owe us anything. If we want something in life, we have to earn it. Where was your mother in all this? Mother was around, but she always seemed to kind of blend into the background. Almost like she was overshadowed by my father. He tends to do that to people. She passed on about 5 years ago. Some airborne virus that swept through the fleet. Happens sometimes when the filters start to break down. I think my father took it pretty hard. After she was gone, he became even more focused on his work. I think that was his way of dealing with the grief. Sounds like a tough upbringing. You don't resent your father at all? Like I said, it wasn't easy. My father's not the kind of person you bond with. And he wasn't around all that much. Too busy. People counted on him, and he took his duties seriously. Even when he was around, he always seemed a bit distant. Like his mind was always somewhere else. Come to think of it, I can't ever remember seeing him smile. Not once. It's like he was always weighed down by all that responsibility. I mean, I know he cares about me, but he never really showed it. Not in the usual way. I guess the best thing I can say about my father is that I respect him. I want to talk about something else. Like what? I should go. Я хочу поговорить об I should See you go. later. Да. What do you want, Shepard? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray.
but he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from, and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Jared was your father? He was, until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. You must have family other than your father. Don't you miss them? You're trying to make me cry, Shepard. I've got some unfinished business with my family, but that's all. What kind of business? Before I left, I made an oath to my father's father. I swore to recover my family's battle armor. It was taken from him after the uprising. What's so important about this armor? It's a relic. Useless, really. But it was worn by 5 generations of my family before the war. It's rightfully mine. Originally, it was taken by the Turian military. We weren't allowed armor or weapons after the war. Now, it's in the hands of Ton Actus, a Turian scum who collects relics from the war. He's made millions selling Krogan artifacts that were stolen from my people. He's got several bases where he stores his goods, all fortified and guarded. I just don't know which base has my family's armor. Just tell me where to start looking. I'll upload the data to your nav system. But Commander, I want to be there when you find him. So long, Rex. Новый квестик. Найс. Так, поговорив, вы узнали, что он ищет церемониальную броню, принадлежащую его семье. Броню забрали турианцы во время восстаний Кроганов. В настоящий момент она принадлежит перекупщик по имени Тон Актус. Найдите тарианца, похитившего фамильную броню Рекса. Он скрывается где-то в скоплении Ро-Аргус. Прикольно. Сейчас туда сгоняем, наверное. Ну, чуть попозже, имею в виду, после того, как поговорим со всеми. Oh, before I go, you said you're serving with Commander Shepard now? We saw him on the news here. He's cute. Later, sis. Tell me you didn't hear that. Afraid I did. Oh, shoot me now. One of my sisters. That's Sarah, the youngest. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman 3rd class. He was real proud when I made Chief. First thing he did was salute. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be, able to raise kids while Dad's away on a 6-month cruise.
She has a degree in planetary geology. She and Dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With 4 girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. After helping raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like a story. Feel like sharing? Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vidmails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobyl. Same cluster, but a dozen Chernobyl, блин. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. Sounds like that situation didn't last. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. Why didn't you tell the police? She said it wouldn't solve the real problem, and she and Mike would both become household names. It was a small colony. I said it was her call to make, that we should let her do it her way. Mom was pretty pissed about that. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand-to-hand. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice. Так, сорян. They do great things to her figure, though. You traveled all the way home to walk your sister to school. It was only a dozen light years, like a day's cruise. It's not like I was going to Earth or something. My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk, and there's blood everywhere. That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Your sister's something else. But you didn't mention your father at all. Was he on deployment? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known. Cities of men and manners, climates, councils, governments. Ну ладно, нам нужно ее закадрить. I didn't know you liked classical literature. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. So behave. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Everyone has the right to believe what they want. Says so in the Alliance Charter. Only with fancier words.
I'm glad you're open-minded about it. I've met a few people who are really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power? Jeez. Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. What's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. If you haven't talked to Dr. Tassoni, you probably should. She just lost her mom. Да, мы уже разговаривали с ней, она хотела нас закадрить, типа, но мы сказали, что не для нее мы растили свой цветок, а для тебя. Вот так вот. We'll talk later, Williams. Ну ладно, потом. Looking forward to it, Skipper. Шо ты, Гарус? Commander, good to see you. Что делаешь? You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. I'll bet you have. Anything in particular that stands out? I remember the Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. So what was it? Both, actually. But it took us a while to figure that out. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Solarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each, 40,000 for a full set. Somebody's making a killing out there. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation, to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. You mean threaten? Was that really necessary? Maybe, maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up, and he got frantic, freaked out. Страшно вырубай. I ordered a full exam to find Спроси у Рекса, он так делал. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes, walking, living test tubes. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs, but they wouldn't listen. No wonder you hated it there. Those idiots just let him fly away. Yes, they did. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all.
A few casualties is a small price to pay to stop someone like that. Yeah, exactly. I mean, those hostages might be wishing they died by now anyway. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there when you find him. Окей, еще один сайд-квестик, теперь уже наконец-то за Гэруса. Вот, и сейчас мы по этим сайд-квестикам, наверное, изгоняем. Сначала там, может быть, по квесту Рекса, а потом уже и займемся Гарусом, так сказать. Если нам получится, конечно, найти. Да, такие вот дела, чадик. Ага. Так, открывай, псина. Быстро. Что там, кстати, Андерсону нельзя типа позвонить, не? Я не помню. Не, к сожалению, нет. Ладно. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the Council. I'll patch it through to the comm room. Да я ж только оттуда сразу включал. Ну, говори, да. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. What kind of information? We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Вермайер это же там, где вот эта лаборатория, где генофак, короче, изучают, да? Это та миссия? Если я не ошибаюсь. Ой, туда мы попозже полетим. Сейчас пока нет. Ща пока нет. Не-не-не. Не туда. Так, а нам вообще сейчас куда? Про Аргус, по-моему, да? По квесту товарища. Как его звать-то, боже, Рекса. Commander, urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it. Лэнс Хендриксон озвучивает. Чувак, который играл Бишопа в «Чужих». Чё, где он там еще снимался? Ну, короче, это в «Терминаторе» играл там одного из копов в первой части. Ну, поняли, короче, да? What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. How many casualties so far? 17 Marines were killed in the simulation exercises before we realized what had happened.
That's when we contacted you. Перезагрузить. Включить-выключить не пробовали, надо им сказать. They process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. But as advanced as this thing is at military strategy, it's still just a VI. It's not self-aware, and it's completely disengaged from any networks. That's where you come in. Это, по-моему, на Луну надо We need лететь, you да? to fight your way through the training ground of the VI Вроде core бы это миссия. and manually disable it. Don't worry, Admiral. I'll take that thing out. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. Попозже слетаем тоже. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Так. А как понять, блин, на какой планете находится то, что нам нужно? Что нужно? Ну, это по квесту Рекса. Найти доспехи его. Где-то вот оно в этом созвездии вроде как. А вот какой именно планете, непонятно. Так. Скопление Аргуса где-то. Там можно приземлиться. Тут везде можно, на нескольких планетах можно приземлиться. Доспех на одной из баз лежит. Да, но на какой? Знать бы. Ну, точнее, где эта база находится, на какой планете. Может быть, это вообще вот здесь, в Гидре где-нибудь. Сейчас посмотрим. Сейчас будем посмотреть. Message coming in. Patching it through. General distress call. The Sacred Angel medical transport. Critical system failure. Losing power. Emergency landing. Argos. Communications failing. Life support. Emergency transponder. Won't last. Please hurry. Опасность второго уровня. Давайте приземляться. Посмотрим. Чё тут они орут? Чата, загугли, плес. На какой планете находится вот этот квест с Рексом? Который... Доспехи его поискать. Тунтау. Понял. Спасибо. Система Феникса. Угу, спасибо большое. Это хорошие люди в чате. Они душат это лень. Не буду. Не хочу, не умею. Ясно. Тогда валим отсюда.
Так. Let's fucking go. Очень даже крутая игра для 12-летней, пропустила вторая. В смысле? Да, это одна из лучших RPG, в принципе. И Космоопер. Просто хорошая игра. Так, прокачаем наш отрядик. Ого, 17 очков. Ничего си ты, короче. Так. Погнали. Реклама букмекерской лучшей конторы в галактике? Да, это мы можем. Это мы вообще запросто, да, чат. Вы знали, что лучшая букмекерская контора в галактике — это 1xbet? Баннер, по которому вы можете перейти на первую галактическую букмекерскую контору, находится прямо под стримом. Нажав на него, вы попадаете вот на такой вот сайт. Вы скажете: я что, инопланетянин? Я вообще тут нихуя не пойму. Подожди, не паникуй, не паникуй. Сперва здесь что надо сделать? Это зарегистрироваться. Вот у вас такое поле. Здесь, в общем-то, выбираете любой удобный способ. Вот здесь написано: введите промокод. Клацайте сюда, вбивайте ArtGames. Написано на баннере, если что. И регистрируйтесь с промокодом. Нужно это для того, чтобы, если вы вдруг будете кидать бабки на ставки, ну, на ваш аккаунт, то вам, чтобы пришли дополнительные деньги до 6500 рублей. Если вы закинули, то есть 6500, вам еще 6500 на счет кинется. Ну, если 500, еще 500, и, в общем, так далее, до 6500. Да, ну вот вы зарегистрировались, у вас есть там свой аккаунт, теперь вы же думаете: блин, ну надо что-нибудь как-то бабки-то выиграть теперь. Правильно. Выбирайте дисциплину, на которую нужно ставить. Футбол, вот есть какие-то там такие самые такие матчи ходовые, да, сейчас. Страница киберспорта — это та, на которую вы попадаете, когда кликаете, переходите по баннеру. Либо, если что-то другое, то просто листаете всю вот эту вот беду, и тут, как видите, куча всякого. Буквально любой спорт, и не только. Все здесь есть. Вот, давайте, ну, поставим на сумо. Почему бы и нет? Вот на сумо, блин, это как бы, ну, уровень, я считаю. Япония, Касю-Басю, Фукуху. Вот. И тут как бы у нас два этих претендента. Дай-ейсе. Дай-ейсе. Это по-украински, что ли? Дай мне ейсе. И оносе. Ну, это как будто диалог, слушайте, двух людей. Дай ейсе. А он оносе. Типа говорит: вон оно. Типа она говорит: оно не у меня, оно вон оно. Да, но оносе. Так, ну оносе, я считаю, это наш победитель. Через 11 часов у них вообще-то там вот этот турик начинается. И мы поставим на оносе. Вот два типа, вот у нас P1 это первый, P2 второй. Ставим на P2, допустим. Нажали. Здесь появляется вот такое вот окошко. Здесь вам нужно указать сумму, которую вы хотите поставить. Допустим, 500 рублей. И сразу же вам здесь рассчитывается сумма, которую вы выиграете, если выиграет оносе, допустим. Это бой за звание Кадзуна, да скорее всего, не меньше. Вот. Указали 500 рублей и нажимаем «Сделать ставку». Нажимаем «Ок». Все. В общем-то, ждем, пока состоится матч века, и если выиграем, забираем бабки. Такие вот дела. Всем, кто перейдет, кликнув по баннеру и сделает ставочку,
огромная вам за это благодарность. Да, буду крайне благодарен. Мы продолжаем дальше. Мы продолжаем, чат. Это не просто так все было. Мы продолжаем. Аплодисменты. Мы это обожаем. Так. Дайте мне яйца. Да-да-да. Битва двух якозун. Хату им разносим, блядь. Заходим. Сейчас будем их выносить. This is the place. My armor's here somewhere. Откуда он знает? Так, все сидят где-то там, с той стороны. Тут там гаукает. Hold the line! Hold the line! Go, go, go! Что вы стоите, бейте его? Enemy is everywhere! They're in my sight. Go, go, go! Go, go, go! Can't lock on. Go, go, go! I've lost shields. They're in my sight. Can't get an angle. Let's finish him. Hold the line! I've lost shields. Hold the line! Go, go, go! Ты чё упал, блядь? Time for payback. Go, go, go! Go, go! Гаруса шо резай, шо не резай. Go, go, go! 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 Shield down. Go, go, go! Go, go, go! Go, блядь. Enemies everywhere! Да ты стрельнул, господи. Enemy is everywhere! I've lost shields. Бля, меня так бесит, пушки перегреваются, и чё делать-то? Hold the line! Все перегрето. С чего стрелять? Go, go, go! Go, go, go! Go, go! Enemy is everywhere! Go, go, go! Go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go,
Что не работает, короче. Хоть так. Этого гаси, пацаны. Target not acquired. Go, go! Go, go, go! Save the target. Go, go, go! They're in my sight. Acquired. Короче, руками будет быстрее, мне кажется. Go, go, go! Need a target. Я не знаю, что происходит, но типа... Это одна из причин, по которой мы не так часто будем по сайд-квестам ходить с вами. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! I've got a visual. Go, go, go! У меня нет гранат. Go, go, go! I've got a visual. Go, go, go! Go, go, go! Locked on. Go, go, go! Go, go, go! I've got a shot. They're in my sight. Blood shields! Go, go, go! I've got a visual. Go, go, go! Go, go, go! Это толкотня. Хоть пойми. Go, go, go! Shields! I've got a shot. Go, go! Что за версия? Стимовская. Go, go, go! I've got a shot. Гарус каким-то. Почему, блядь, перегрев-то этот постоянно не спадает? Это что за бред? Можно грузиться, короче. Это какая-то хуйня. О май гад. Пошли уже, типа. Гоу-гоу-гоу, чат. Enemy is everywhere! Go, go, go! Это что было-то? Blood shield! Go, go, go! Blood shield! Ball shield. Go, go, go! Go, go, go! Enemy is everywhere! Блять. Target in sight. Hold the line! Get a clear shot. Target not acquired. Blood shields! Go, go, go! Хуй пойми. Да что-то вот так вот все бегают, короче. Подожди, я за хлебом. Часы, забыл, сколько времени-то, не помню. И тут еще я, блядь, должен их всех убить при этом. Еще не ваншотаются. Так, все в коридор, короче. Все в сад, блядь, сюда. Сидим тут, ждем. Чилим. Хай сами к нам идут.
Все, тут удерживать позишн. Они не дохнут еще нифига. Так, один есть. Ну что ты там? Хрена себе. Дамы и господа, подай. Здравствуй, Артём. Удачного стрима и с наступающими выходными. Игра про предновогодние покупки подарков. Почему? Про предновогодние покупки подарков? Ой, что сложное, я не знаю. Спасибо большое, Кортни Кокс. Спасибо за 50. Вполне возможно. Будем надеяться. Они вообще будут делать то, что я им говорю, нет? Ну, видимо, нет. Ну ладно, извините, блядь. По-моему, Гаруса подбил. Блять, Гарус, ты ж за стеной стоял, как ты сдох-то? Почему у меня... Enemy is everywhere! Go, go, go! Enemy is everywhere! All shield! Hold the line! Now it gets fun. Go, go, go! Hold the line! Go, go, go! Enemy is everywhere! Enemy is everywhere! Hold the line! Go, go, go! Hold the line! Hold the line! Go, go, go! Enemy is everywhere! Hold the line! Enemy is everywhere! Go, go, go! Блять, он щиты воспал. Запарил. Hold the line! Go, go, go! Hold the line! I owe you one. Go, go, go! Давай, блин, вставай. Хорош там валяться. Go, go, go! Hold the line! Go, go, go! Hold the line! Hold the line! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Hold the line! Go, go, go! Go, go, go! Там еще один, да камон. Я думал, двое осталось, нифига.
Так, конечно, они кого-то хоть убили. Где он? Так, и последний, походу, над нами где-то сидит. Ну, я надеюсь, что он последний. Низкий уровень навыка. Ну, я надеюсь, это как бы не ящик с нужной броней. О, господи, мы это сделали. Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может. Привет. Здорово. Положил отмокать карбюратор. В ванной на переборке коробка передач. Надо еще корзину поменять. К зиме готовлюсь. Mass Effect. Это когда масса на аккумуляторе пропала. Это когда аккумулятор лежит в ванной. Массово, так знаешь. Спасибо большое, ремонтник слесарь Василий за 50. Спасибо огромное. Спасибо за поддержку. I can't believe my ancestors ever wore this piece of crap, but at least I've got it back. I'm glad we could help you get it Дамы back. и господа, I might just be starting to like you, Shepard. кто сколько может. Тема «Проходи всю трилогию». Офигенная вселенная. Да я и планирую, по крайней мере. Главное, чтобы вам это было интересно, как бы, понимаешь? Спасибо большое. Behind you. О, спасибо большое за соточку. Спасибо за донат. Так, Рекс касается брони своего деда. Его лицо становится задумчивым, наверное. Кроганов трудно раскусить. Он стряхивает себя оцепенение, берет свое оружие с какой-то новой решительностью. Пора двигаться дальше, блядь. Надеюсь, тут для нас что-нибудь вкусненькое, да? Не только для Рекса. Right behind you, Shepard. О, наконец-то мы это сделали, боже. Так, а вот эту броню на него надеть-то, интересно, можно? Нет? Ну ладно. Тупо, конечно. Ну, что поделать. Терминатор 4. Берем винтовку. Так, мне еще снайпа интересует. Снайпер вообще нет у нас. Ну, кайф. Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может. Нам интересно. Продолжай. Это как бы радует. Потому что мне тоже интересно. Спасибо большое, Шах, за донейшн. Спасибо за поддержку. Так. Пистолеты покачать, что ли? Ладно, может, попозже. Так, что тут? Одно очко всего. И тут одно.
Так, окей. Качай пистолеты как ББ. Значит, ББ. Но нам пригодятся все виды оружия, особенно для последнего босса, это факт. Let's fucking go. Так. Одна из любимейших вселенных. Единственная серия игр, которую прошел всеми классами, был молот времени, было много. Тёма, продолжай. Спасибо большое, моторист, за 9 месяцев. Поздравляю с новым значком в чате, с алмазным. Спасибо тебе огромнейшее за поддержку. Спасибо за ресап. Приятного просмотра, конечно же. Так, сохранимся, давайте. Полетели, миссию Гаруса сделаем, попробуем. Сейчас посмотрим, где, куда, хоть в какую сторону лететь. Так, журнал. Так, следует, как Гарус сообщил координаты последнего местонахождения. Отправляйтесь в систему Гершеля в предел Кеплера. Кеплер-Гершель, блин. Не, уже не Руаргус. Мы в Руаргусе только что были. Так. Федели, это что такое? Доктор Харт. Это оно? Оно, кайф. Ну, окей. Тут уже нас ждут прям с распростертыми, я так смотрю. Не так ли? Зачем же ты умер-то, ну? Вставай. Вон нахрен ты чё. Подопытные тут у тебя, конечно, братан. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy. Please, don't let him do this to me. Put him out of his misery so we can get going. Gladly. Жестко. Your days of butchering are over, Doctor. No! Please! Please! Over there! Куда ты, блядь, побежал? That was все, да. Satisfying. Good. Remember that feeling. That's how it should be. I will. Кому ты обращаешься? Я один здесь нахуй! Кстати, уважаю тебя за то, что ты всегда имеешь свое мнение, но все и не стычнешься его высказывать.
Спасибо за все твои стримы и летсплеи. Очень выручаешь, братишка. Спасибо большое. Спасибо огромное, Шах, за то, что приходишь смотреть мои стримчики. Это как бы клево. Да, и, конечно же, поддерживаешь всячески. Подписки, донаты и все остальное. Спасибо огромное тебе за поддержку, за большой донейшн, Шах. Спасибо огромное. Приятного просмотра. Как бы рад, что нравится. Так, медицинское оборудование Салена испачкано кровью представителей многих рас. Светло-голубой, фиолетовый, оранжевый. Во многих местах темно-красный. Пора возвращаться на Нормандию. Такой набедокурил. Пора возвращаться на Нормандию. Успел. Светло-голубой. И сразу чатик капы ставит. Не стыдно, чат. Бессовестный. Камон. Несколько навык. Типикал, да. Помнишь, как ты проходил эту игру на канал? Ну, как именно я ее проходил, честно говоря, я не помню. Я не помню, какие я там выборы делал и все остальное. Но то, что проходил, да, было дело. Чату неведом стыд еще можно написать. Кто мы-то? Да. Все, валим отсюда. Сейчас на Луну полетим. Там у нас компьютер взбесился, надо перезагрузить. Мы одни здесь, да. Вообще у биоваров из этих были отлично прописаны всегда. Да, молодцы. Раньше было как бы за биоваров. Биовар это раньше был, блин, такой показатель, знаете, что по идее будет клевая РПГшка. Но сейчас, конечно, да, все поменялось. Так, ну что тут, где тут наша земля? Так, более подробные сведения можно найти в стандартном издании Галактического кодекса Альянса. В результате активного освоения космоса орбиту заполонили различные обломки. На высоте, превышающей 85 километров, рекомендуется использовать кинетические барьеры. Население 11,5 миллиардов. На станции L4, L5 250 тысяч. Ну, в общем, вот. Продолжительность суток 23,9 земных часов. Ноги. Температура поверхности 23 градуса. Люди все развели наоборот. 11 миллиардов. Ты что, их больше, чем сейчас. Так, а где-то здесь же у нас... Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? 8 планет, а должно быть 9. А должно быть 9. А 9-я планета... Ну, как то примерно вот. Так вот, думаю, но это, наверное, не точно, я считаю, да. Не, ну это дичь, я считаю, ты написал, но, в принципе, да. В принципе, согласен. Спасибо, песик, за 50. Спасибо за донейшн, спасибо за поддержку. Да, одна из планет оказалась же ретранслятором массы. Понимаете? Вот такие дела. Плутон же, да, по-моему? Что-то типа не, по итогам оказался ретранслятор массы. После почти литра... Так, подожди. Молочного коктейля тянет спать, но я буду смотреть. Ты писить сходи, литр ты выпил, ты чё? Спутник Плутона, да? Я думал, почему-то это самое этот Плутон. Луна. Была одним из первых источников гелия-3. В настоящее время в ней производится добыча ресурсов, необходимых для постройки космических станций. Более 2 десятков крупных станций, находящихся в точках Лагранжа L4, L5, система Земля-Луна построены из этих материалов. Год основания колонии 2069, ну, то есть примерно через 50 лет у нас будет колония.
А Нибиру где? Ну, это тайна как бы до сих пор. Население 4,1 миллиона. Столица Армстронг. Вот так вот. Минус 53. Не Плутон, а спутник был. Ну, да, я понял. Я понял. РНТВ. Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может. Сварила мясной рулет с чесноком. На гарнир приготовила картофельное пюре. Так. Из закусок соленые огурчики кружочками и селедочка с луком колечками. К мясу лучше бокал красного или дань пятничному вечеру, пару кружек пенного. Включила стримчик и смотрю своего дорогого и обожаемого Тему. Чмоки-чмоки. Конечно, я бы поставил тебе рюмаху прозрачной к такому-то закусону. Ё-мо, ничего себе ты там это вещи сделала. Офигеть. Ну, наверное, бокальчик красного к такому кусочку мясца. Вот винишка прям зайдет на ура. Рекомендую. Спасибо большое, повар Женечка. Приятного аппетита, приятного просмотра. Спасибо огромное за донейшн. Как бы ничего себе там люди стримы смотрят. Офигеть. Вот это я понимаю. Я ж есть захотел. Да я сам чуть, блин, слюной этот самый не забрызгал. Стрим весь, короче. Писать само собой, но стрим важнее. Согласен. О, солнце, давайте его разбабахаем. Ну, а вон земля. Сейчас, если... Сейчас кому-нибудь в хату стрельну. Это что? Это где? Что это такое за материк? Африка какая-нибудь, что ли? Не, подожди. Это Америка, да? Это северная, это южная. Наверное, я не знаю. Что это такое, чат? Минус 40. На, еще туда. Как мы им поддали, да? Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может. Оно-то может быть и да, но нельзя сбрасывать со счетов, что нет, тоже имеет право на существование. И если нет, то да не может считаться абсолютом да, а нет, не может быть абсолютом нет. Ведь если нет может быть да, то и да может быть да, но это не точно. Уф, падение не пошло на пользу Луи. Но это не точно, да. Или нет. Надо разобраться, короче, будет после стрима. Спасибо, сосиска. Спасибо огромное за 50, живи. Хилься, живи, как говорится. Да. Спасибо большое. Что это за звуки? Стрельбы в окно. Не, ну мы-то слышим их, сидя внутри транспорта. Я уже были мозги. Было бы сотрясение. Ну, блин, ну чё, как бы, да. Heading to position. Так, тут сейчас будем с гиборгами сражение вести, насколько я помню. Насколько я помню, здесь будут гиборги кибернетические.
Гарус. Винтовку бери. Стань вон туда. Ой. Вставай быстрее. Ты можешь просто идти сюда? Почему? Почему ты can't get there? Объясни. Все, стоять тут и чилить, блин, держать позицию. Придурки. Чё на нашей луне нам же стреляют? Ну потому что тут восстал этот самый робот восстание. Местная оборонительная система сказала, мало, все. И мочит нас. Да ты иди! Было же сказано стоять здесь, блядь, и не двигаться. Придурки два! И в спину мне не надо стрелять, боже ты мой. Местный Кен Жнецов, он Кен, блин, 20 IQ-шного какого-нибудь Тетриса или типа того, блин. Или Тамагочи, что еще хуже. Причем шоу врагов, шоу сопартийцев. Да. Ну и отлично. Все. Всех убили, потому что. Делать-то с ним? Люблю этот баг, я не знаю, но это баг. Перегрев оружия не спадает. Это тупо баг. Тут перезагрузиться можно, если что, сейчас. Area secure. Perimeter clear. Так, первый отрывочный блок, который называй, отключены. Окей.
Осталось еще 2 раза такое сделать, как бы. И будет выполнен. Там, по-моему, разные эффекты будут при взломе каждого из них. Ага. Все, почти мертво, только 1/3, понимаешь? Еще как бы вот это вот. А, 125 максимально возможное количество 150. По достижению количества нам придется избавиться от всех предметов. Ясно. Будет что путнее там в этих предметах. Помойка всякая. Ладно. В унигель переработаем всю хуйню. Тут сразу враги. А, нет. Нафига ты мне тогда говорил такого, Рекс? Псина. Кроганская. Так. О. Шкафчик. Не, подай. Шо переработать? Ну, в смысле? Придется перерабатывать, что делать. Наверняка тут клевые штуки. О, взять все, да. О, штурмовка хорошая. Отдача гаситель уже давно, кстати, есть хорошая. Я все говном каким-то пользуюсь. Патроны зажигательные. Так. Урод Рекс. Урднут Рекс. Ну, короче, типа того. Шлем у тебя, конечно, Гарус. Смешной пипец. Угу. О, новая снайпа 4-го левела, кстати. Криопатрошки, это кайф. О, май, это ж мы броню Эшли надели. Ёба, засмеют же. Даже меня аж оборут просто. Ну, блин, ну и чё? Розовая, ну и зато защищает неплохо. Что я могу сказать? Все, хватит ржать там. Не смей ржать, чат, ясно? Почему у Гаруса, блин, клевая броня, а у меня говно? Так, представить токсином. Физический предел, что бы это ни значило. Это пусть будет.
еще и прокачаться можно. Прикольно. Пистолет качну чуть-чуть. Так. Одно очко, ну ладно. Порядочек. Блин, надо поперерабатывать, правда, всякую херню. Была кнопка все переработать в Унигель, там, я не знаю. А то, ну, прям, ну, шляпа какая-то, если честно. Я даже не ставлю другое оружие там своим сопартийцам, хотя оно может быть получше, чем то, что у них. Учитывая, как они воюют. Мне кажется, оно нахрен не надо. Так, это... Что попало, если честно. Но это надо сделать, потому что как бы у нас уже место заканчивается, и вдруг сейчас что-нибудь нормально, какой-нибудь лут выпадет, мне придется его, блин, переработать. А можно вот так Enter спамить, короче, да, и нормально. Так. Улучшение гранат, кстати, надо поставить. О, вот это нормальная тема. Ну, как-то так. Оружие спектра самая имба должна сказать. Да, уже продается, просто там стоит, блядь. $1 million. Не попал. Рекс, Гарус назад, ёб твою мать. Это минус Гарус, короче. Выперлась она вот это вот. Чё, перегрев и все, ну ебать колотить. Еще, наверное, один, да.
Встать! Да что ты говоришь? Ну, раз ты так сказал, тогда конечно. А, это нам не то, что нам нужно уничтожить. Ну ладно. Пойдем искать. Кинетические барьеры. Ну ладно. Отойдите. Хайдолки. Ты представляешь? Так, 2 из 3 есть. О боже. Гарус, вот это еще хиль постоянно. Ужас. От напарников пользы первые 20 секунд. Потом что? В соло бегал всю игру. Да, типа вообще не удивительно. Тут как бы это нормально. Где реклама? Я не знаю, попросите его там модеров, они включат. С розетки шнур не получается вытаскивать, уже пробовали, понимаешь? Так, Ластецкая. Местечко. Стойте здесь, пожалуйста. Вот правильно. Гемини, да блин, не я ж включаю рекламу. Не, я могу вам на ютубе найти ролик, включить Гемини, если хотите, конечно. Мне ж как бы и не сложно, понимаешь. Себе. Вы чё, блин, злые-то такие? Nice.
Помнишь, что в третьей массе патроны кончались? Ну, как бы, там не патроны, там эти термальные клипсы, так называемые, не знаю, как термал клип. Короче, это такая типа обойма, да, но на самом деле это фигня, которая помогает охлаждать оружие. На самом деле это по факту патроны, но придумали вот так. Дополнительные дроиды-охранники вот эти. Ну еще вы там развалились, блин. Придурка, да. Так, волна белого шума, охватывающая весь диапазон частот, почти оглушает вас. На экране вашего шлема вы видите группы нулей и единиц. Все повторяется снова и снова до тех пор, пока не вспыхивает, чтобы затем погаснуть индикаторы последнего блока ВИ. Получена специализация. Чат, переведи, что написано. Там же по двоичной системе можно тут вычислить слово там типа. Специализация заменит ваш основной класс в разделе умения меню отряда. Значение умения вашего класса переходит в вашу специализацию. Бонус получаем при каждом новом специализации. Можно посмотреть меню отряда. Шо? Увеличить здоровье, защиту от урона, иммунитет и барьер, прилив адреналина, урон всех видов оружия, иммунитет, меткая стрельба, уничтожение. Для уничтожения используют не грубую силу, точно эффективные атаки. Справляются с любыми боевыми ситуациями. Чё брать? Здоровье, защиту от урона, иммунитет и барьер. Спецназ. Да я тоже так думаю. Perimeter secured. Еще прокачаться можно даже. Так. Вообще что, ничего нет, что ли, для меня? Ну ладно. Whatever you say. Серия 0 единиц означает help. О, прикольно. Я помню, мы тоже расшифровывали эту хуйню на информатике, но сейчас как долго было сидеть, читать, что там за буквы. Так, сохраняемся. Не, нам надо на Нормандию вернуться. Так, кто? Ага, они просто там. Здрасте, до свидания. Понимаешь, чат?
Что-то у меня страница не обновляется. О, вот так как-то. Вот так как-то получше будет. Когда Литабайс немножко сходит с ума. Ну да ладно. Фака, значит. Да-да-да. Так, сохраняемся. Да, наверное, на сегодня будем заканчивать потихонечку. Сейчас я вас отправлю на стрим к Тане. Таня проходит у нас Dark Souls 3. Передавайте, пожалуйста, приветы на стриме. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня к нам заглянул. Хочу сказать спасибо за поддержку, донаты, сабы, ресабы, за подаренные сабы. Увидимся с вами послезавтра. Завтра стримчик не планируется. Вот такие вот дела. Можно закадрить в Рекса, плиз? Можно. Можно, но могут быть последствия. Все. Всем пока. Поняла, что я его убила, потому